Самые глупые смерти, результаты премии Дарвина и извлеченные уроки. Премия Дарвина, названная в честь исследователя Чарльза Дарвина, который назвал законы естественного отбора, это награда, присуждаемая тем, кто внес свой вклад в эволюцию человека, исключив себя из генофонда посредством глупых действий. 2022 124 змеи ищут менее надоедливого соседа по дому. Мужчина содержал 124 ядовитые змеи в вольере у себя дома, среди которых были кобры, гремучие змеи, черные мамбы и гигантский питон. Один недовольный Серпентий протестовал против заключения под стражу и положил конец жизни 49-летнего мужчины, который умер в своем доме. 2021 Рок-собака. Мужчина погиб, катаясь на газонокосилке, насмерть, когда он скатился на пропасть в своем собственном домашнем каменоломне. 2020 Вершина глупости. Японский турист, который снимал живое видео на горе Фудзи, начал скатываться с горы. На видео он восклицает: «Подожди, я поскользнулся», но вместо того, чтобы удержаться от дальнейшего скольжения, это единственный шанс на самоостановку с помощью снежных столбов. Он не делает этого и вместо этого продолжает вести прямую трансляцию до своей смерти. Веселье. Япония. 2019 два техасца умирают, пытаясь. Разводной мост Блэк-Баю был открыт для двух водителей из Луизианы, которые решили попробовать прокатиться в пятницу вечером, где они оба подъехали и погрузились в воду насмерть. 2018 мертв в день Святого Валентина. 19 декабря 19-летний парень, который вскоре стал бывшей девушкой, ссорился на берегу реки Гавел, пока он не столкнул женщин в ледяную реку, а затем прыгнул вслед за ней, чтобы несколько раз столкнуть ее под воду. Она, лучшая пловчиха, доплыла до безопасного места, чтобы оправиться от переохлаждения, в то время как он потерял сознание в воде с температурой 2 градуса С. Покушение на убийство мужчины закончилось тем, что он не выжил в коме и, по иронии судьбы, умер 14 февраля. Тот, кто не может заморозить свои мысли, не должен вступать в пыл спора. Фридрих Ницше через darurnruaurz.com. 2017 водители на заднем сиденье. Пара в России рожала на заднем сиденье своего внедорожника. Вместо того, чтобы поставить машину на парковку, они оставили ее на нейтральной передаче. Качающаяся машина покатилась в озеро, где 22-летняя пара мужчина и женщина утонули насмерть. 2016 ее номер сна увеличился. 20-летний парень ехал на матрасе на крыше фургона, все удерживалось весом ее тела, чтобы проверить законы физики. Когда оказалось, что законы не удерживают ее на месте, ее бросили насмерть. Что еще хуже, у водителя не было прав. 2015 задыхаясь от голосов. В Канаде выборы оказались под вопросом, поскольку протесты направились к полякам с закрытыми лицами, чтобы привлечь внимание средств массовой информации. В день федеральных выборов 24-летний избиратель сидел с пластиковым пакетом на голове, перевязанным голубой лентой для его фиксации. После долгого 45-минутного ожидания протестующий потерял сознание, но из-за респираторных осложнений вскоре наступил его смерть, так и не обеспечив ни одного голоса. Уроки выучены. Хотя награды задуманы как юмористические, они задокументированы как напоминание нам об извлеченных уроках, позволяющих не повторять моменты истории. Мы все должны учиться на своих ошибках, а также учиться на ошибках других. Вот несколько уроков, извлеченных из вышеупомянутой премии Дарвина, которые помогут вам уйти в такие моменты. Обязательно не держите в доме ядовитых змей. Жизнь не предназначена для того, чтобы быть в клетке. Поступая так, вы напрашиваетесь на неприятности. Все пропасти должны быть окружены забором или барьером, чтобы дети, взрослые или газонокосилки не могли съехать в них вниз. При подъеме по лестнице, опасным дорожкам или в горы,
Обязательно сосредоточьтесь на рисках и поддерживайте 3 точки соприкосновения, чтобы уберечься от падения. При восхождении на гору или купании в море помните о силе природы. Принимайте быстрые меры для предотвращения падений и реагирования на них. Когда вы ведете прямую трансляцию или записываете видео, обязательно делайте это только в безопасной обстановке и ситуациях. Следуйте знакам и советам структур безопасности, которые мешают вам что-либо делать. Когда на знаке написано «не идти вперед», прекратить движение или не входить, слушать. Никогда не пытайтесь перепрыгивать разводные мосты, риск того не стоит. Не прыгайте в ледяные водоемы, шок от низких температур может привести к тому, что даже лучшим пловцам будет трудно вернуться в безопасное место. Гипертермия может развиться в течение 15 минут при температуре ниже нуля и привести к смерти в течение часа. Обязательно соблюдайте меры предосторожности на холоде, а в случае воздействия следует обратиться за медицинской помощью и постепенно повышать температуру тела. Обязательно убедитесь, что ваш автомобиль находится в парке с аварийной остановкой. Когда вы не находитесь на сиденье водителя, паркуетесь на холме или паркуетесь рядом с опасностями. Не следует кататься на матрасе на движущемся транспортном средстве. Физика говорит нам, что и матрас, и человек не смогут быть в безопасности и продолжать движение, если они не будут должным образом привязаны и прикреплены к транспортному средству. Если автомобиль резко меняет скорость или направление, вы не сможете обойти законы физики. Физика подсказывает нам, что во время вождения всегда следует пристегиваться ремнем безопасности, иначе вас могут выбросить из машины, независимо от того, безопасно ли вы сидите на сиденье. Никогда не кладите голову в полиэтиленовые пакеты. Никогда не держите рядом с детьми полиэтиленовые пакеты, они могут задохнуться, положив внутрь голову. Премия Дарвина напоминает нам об опасности безрассудного поведения и важности проявлять осторожность в любых ситуациях. В жизни я искренне верю, что мы должны жить с духовным осознанием ангелов вокруг нас. Мы все чуть не умрем в какой-то момент нашей жизни. Я действительно чувствую, что когда мы живем более великой самоотверженной целью, более сильная сила защитит нас в самые трудные моменты. Мы должны идти по жизни, проявляя себя с лучшей стороны. Будьте достойны защиты этих высших сил. Будьте бескорыстны. Также будьте умны. Мы не непобедимы. Учитесь на ошибках других. Береги себя. Прокомментируйте ниже, какой из них ваш любимый или самый сумасшедший. Согласны ли вы, что вы живете только один раз, поэтому живите полной жизнью, но также будьте внимательны к своему окружению и осторожны. Считаете ли вы, что важно иметь сильную социальную сеть и сообщество, поддерживающие вас в жизни? Спасибо, что присоединились ко мне, нажмите на изображение, чтобы подписаться и смотреть больше. Официально я создал более 1700 видеороликов, но рост YouTube идет медленно. Пожалуйста, поддержите меня, подписавшись. Чем больше я расту, тем больше меня поддерживает YouTube и тем легче становится создавать для вас более качественный контент. До скорой встречи! Уровень повышен. Совершенствуйтесь во всем, что вы делаете, и присоединяйтесь к нам в комментариях, чтобы найти отличное взаимодействие с замечательным сообществом, которое стремится стать как можно лучше.